Добрый день, дорогие мои подписчики. Меня зовут Полина. Хотя иногда мне кажется, что меня зовут именем японской пианистки Хиронука по роялю. Шучу. Обычная белая и пушистая. Не знаю даже, как снимать и показывать сегодняшний мастер-класс. Все ткани тонкие и прозрачные, белые и пушистые. При шитье вдохновилась мастер-классом Любови Рулевской. Но, во-первых, у меня ткани другие, они у меня не сыпятся. А во-вторых, шью я без оверлока. И у меня более простой способ. Мои ткани – это остатки сетки. Это нижние юбки у детских нарядных платьев. Немного тюля и органзы. Большие куски у меня ушли на пиццу, и остались только узкие полоски. Некоторые пошире, другие поуже. Но ничего резать не буду, лишнее под огнем. Ширина полосок полученных должна быть примерно 4,5-5 сантиметров. Сворачиваем ткань и посередине этой полоски на машинке прокладываем строчку. Заодно и проверим нашу красотку Юнику от фирмы Effective. Как ей в шитье эти тонкие невесомые ткани? А? Да еще в несколько слоев. Без работы тяжело, но мы трудностей не боимся. Перед началом работы длину стежка сделаем побольше и ослабим натяжение верхней нити. Остатки тонкой ткани у меня разные. Попалась деталь с уже обработанным краем. Это прекрасно, ничего резать не будем. Я специально не считала, сколько метров такой заготовки у меня получилось, но больше 10. Нитки я не обрывала, не обрезала и собирала все вместе. У меня есть кусок тонкой ткани. Его можно просто сложить несколько раз, чтобы размер был чуть больше альбомного листа, то есть формат А4. Для того, чтобы было удобно работать, можно прошить его парой строчек по диагонали. Потом заготовку надо подровнять. А ленты, которые мы прошивали, собираем в рюши на нитку. Когда начинаем шить, от края отступаем примерно на 2 пальца, 3 сантиметра. Нужно будет место, чтобы потом сшивать детали. Приставляем нашу рюшу и прокладываем строчку. Ткани придерживаем и расправляем, но не руками лезем, а каким-нибудь предметом, можно распарывателем. После того, как пришили одну рюшу, нитки обрываем и переходим к следующей. Девочки, вы часто пишете, что шьете по моим мастер-классам. Очень бы хотелось увидеть ваши работы. Вы можете их показать в моей группе ВКонтакте через функцию «Предложить новость», а также в группе в Одноклассниках. Еще есть страничка на Яндекс.Дзен. Там в комментариях к видео можно размещать фотографии своих работ. Рюши расправляем, отгибаем уже подшитый ряд и пришиваем одну полоску за другой. У меня сетка была разного цвета и разного качества. Я решила с одной стороны поместить бело-розовые полоски, они из более мягкой ткани, а с другой более жесткую сетку. И еще, когда дошиваете до середины детали, учтите, что в этом месте будет проходить сгиб, поэтому оставьте расстояние между рюшами побольше. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Девочки, огромное спасибо всем, кто пишет комментарии. Вы все такие классные, очень веселые и остроумные. С вами здорово. Вы правы. Русская речь без мата превращается в доклад.
После того, как нашили все рюши, подравниваем края. И еще нам нужны тесемочки. Я их сделала из ткани. Бейки сложила и отстрочила с обеих сторон по краю. Заготовку складываем рюшами внутрь. В верхние срезы вкладываем тесемочки и прошиваем на машинке. Отверстие для выворачивания я оставила сбоку. Так легче работать. Можно немножко срезать уголки и вывернуть мочалку. Остается только зашить отверстие. Девочки, вы видите, у меня осталось немного готовой рюши. И я решила, что сделаю еще одну маленькую мочалочку. На подготовленную, как в первом случае, основу нашиваем рюшу. Но у меня рюшки этой совсем немного, поэтому мочалочку сделаем односторонней и небольшую. Нашивать будем от середины деталей. Ничего не отрезаю, не обрываю. Рюшу решила укладывать змейкой. Остается только внутрь будущей мочалки вложить петельку и зашить ее. Оставляем небольшое отверстие для выворачивания. После того, как вывернули, все поправим и зашиваем отверстие вручную. Все. Я готова идти в баню. Мочалка большая. Одна сторона у нее более мягкая, а другая более жесткая. Прекрасно размыливает и мыло, и гель для душа. При этом очень экономично. Буквально одну каплю геля очень хорошо взбивает в густую пену. А маленькая мочалка – это походный вариант. Ее удобно брать с собой в поездки. Оранжевый колпак для сушки волос. На него уже был мастер-класс. Ссылочку вы найдете в описании. А корзинку я вязала крючком из жутовой нитки. Описание находила в интернете. Эх, где-то у меня еще и веник был, дубовый. Что-то я поздно про него вспомнила. Такой кадр пропадает. В общем, если хочешь быть солдатом, обложи декана матом. Пошла я готовить новый мастер-класс. А вам желаю море удачи и дачу у моря. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Девочки, еще одна просьба. Зайдите под видео, отпишитесь от канала и заново подпишитесь. Потому что что-то YouTube в последнее время стал немного вредничать. Ну, все. С вами была Полина. Всем пока-пока и до новых встреч.